Ну что, дорогие друзья, признавайтесь, сколько раз вы ловили себя на мысли: «Ну все, вот сейчас тот самый шанс. Сейчас точно пойдем наверх». Ну вот это вот просто идеальнейшая из всех возможных ситуаций. И нажимали на кнопочку «Купить», конечно же, на всю котлету с 20-м плечом. А через 5 минут рынок разворачивается абсолютно резким, абсолютно спонтанным движением, сбривает полностью весь ваш депозит в ноль. Если вы узнали себя в данной истории, дорогие друзья, не переживайте, вы в клубе 97%, собственно, трейдеров и инвесторов на криптовалютном рынке. Я бывший сотрудник криптовалютных бирж, знаю всю статистику изнутри. И данная статистика, не поверите, хуже, чем в казино. Даже в казино есть больший шанс на выигрыш. Все трейдеры, все инвесторы работают, ну, грубо говоря, пушечным мясом для крупных игроков. Крупные игроки фиксируют огромные буквально суммы прибыли. Крупные игроки просто используют вас как пушечное мясо. Вас, меня, всех ваших товарищей и знакомых, моих товарищей, моих инвесторов, знакомых и трейдеров. В общем-то, абсолютно всех, кто обладает капиталом менее 50 миллионов долларов. Вы сливаете не потому, что рынок плохой, вы сливаете не потому, что биткоин — это скам, как сейчас очень модно говорить. Нет, абсолютно не поэтому. Вы сливаете потому, что торгуете эмоциями там, где нужна строгая математика. Никому не хочется копаться в этих графиках, никому не хочется уделять время для анализа. Все пришли поиграть в казино, все пришли отдать свои эмоции, получить адреналин взамен, дофамин получить, ну и, собственно, потерять денежки, отдать деньги маркетмейкерам, чтобы в дальнейшем сказать: нет, крипторынок — это точно не про меня. Абсолютно скам история, не заработать денег на этом рынке. Все ищут некий грааль, некую историю успеха. Все ищут ту самую модель, которая будет работать только у них. Все ищут себе кумиров, собственно, потому что когда перекладываешь ответственность за свои решения, за свои финансовые решения на кого-то другого, якобы успешного и якобы супербогатого, тогда морально внутри легче. И так и построена наша индустрия. Давайте сегодня с вами разберем абсолютно другой грааль. Интересная штука. Спойлер, это не какой-то супериндикатор и не какая-то история успешного успеха. Скорее, все то, что я откладывал, все то, что я копил, записывал во все эти листочки постоянно, вел статистику, Excel-таблицы. В общем-то, сегодня будет все 7 лет опыта человека, который все 7 лет не сдавался и максимально пробовал абсолютно все. Абсолютно все, что можно только придумать. От русских подходов, СНГ подходов, до западных подходов, до подходов, собственно, арабских инвесторов и трейдеров. В общем-то, будет максимально интересно. Поехали, дорогие друзья. Меня зовут Алексей. Повторюсь, в бывшем я сотрудник криптовалютных бирж. 7 лет жизни я посвятил работе на CFD-платформы, криптовалютные площадки. Официально был сотрудником на 4 криптовалютных биржах. И, собственно, все это позволило мне понять, как устроена индустрия изнутри. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка будет находиться в закрепленном сообщении. Никакой рекламы. Все самое важное и нужное, полезное, скидки, акции, бонусы, результаты наших клиентов, мысли вслух нашей команды. В общем-то, там очень много полезного, и что самое главное, нету рекламы, воды, и вот вы уже наверняка устали от подобного рода постов, вот там этот успешный, а этот еще успешнее, у этого ламба, у этого яхта. Если вы устали от этого, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там такого нету. Итак, начнем с вами с самого главного, по большому счету, тезиса. Почему вы сливаете деньги? Так сказать, диагноз данной проблемы. Усвойте для себя один единый факт. Трейдинг — это не угадывание цены, это управление вероятностями и управление, скажем так, ну вот давайте назовем это, как я это вижу, своими внутренними демонами. Синдром ФОМа возникает. Это страх упущенной выгоды. Зеленая свеча летит вверх, буквально бух, огромным вообще движением. Все чаты кричат, конечно же. Биткоин обновляет свой исторический максимум. Биткоин показывает огромный рост 15-20%. За одну минуту вышла новость. Трамп сказал, крипта — это будущее. Илон Маск, Джефф Безос, Уоррен Баффет. Поехали там, все, крипта — это будущее. Соответственно, летит огромная зеленая свеча, а вы же находитесь вне позиции. Ну как это так, согласитесь, правда? Как это так? Я нахожусь вне позиции, хотя я уделял время анализу этого рынка, хотя я знал про биткоин, хотя я буквально 5 минут назад думал, покупать или не покупать. И вот спустя 5 минут выходит данная новость. Конечно же, что вы залетаете на самом пике
от жадности, что вы находитесь вне позиции. Происходит коррекция, что вполне естественно и нормально на этом рынке. Коррекции бывают разные. То есть бывает рост, соответственно, падение — это коррекция. Бывает, наоборот, падение и, соответственно, рост — это коррекция. В первом случае мы с вами рассматриваем растущий рынок. Соответственно, рынок вырос на данной вот зеленой палке, а потом произошла коррекция. Падение, минимум на 30-35% от общего восходящего движения в моменте. Что происходит? Паника потом. Потенциально стоп-лосс или же потенциальная продажа вашей позиции, которая была набрана на самом пике. Почему? Потому что, походу я ошибся, походу что-то не так я сделал, я потерял деньги. Не, лучше закрою. Рынок разворачивается после вашего закрытия и идет в нужную сторону, дальше вверх. Соответственно, третье вот это вот движение. Знакома ли вам данная ситуация? Уверен, абсолютно уверен, что знакома. Вместо того, чтобы проанализировать ошибки совершенные, это же надо уделить время, анализировать, заниматься, вести некий watch-лист, вести журнал трейдера, то есть постоянно развиваться и самосовершенствоваться в этой индустрии. В первую очередь признать, что вы совершили ошибку, записать данную ошибку и проанализировать ее. Большинству это не нужно. Вы открываете сделку в 2 раза больше, чтобы отбиться в противоположную сторону. Снова рынок вроде как идет, а потом пух в другую сторону от вашей позиции. Куда бы она ни была вообще поставлена, вверх либо вниз, абсолютно неважно. Всегда выбьет абсолютно. И после этого, конечно же, апатия, депрессия, и знаете, эти мемы, где там бух пробивается, в общем-то, компьютер на нервах в моменте, когда потеряны деньги. Все это вполне себе жизненно, конечно. Все это прямой путь к ликвидации вашего депозита без соблюдения определенного рода правил, которые мы с вами рассмотрим немножечко позже. В первую очередь мы назовем эти правила одним единым словом — система. Система — очень важное понятие в трейдинге и в инвестициях. Без соблюдения системы любые ваши действия на рынке являются прямым способом достичь ликвидации вашего депозита. Притом при всем, что не обязательно за одну сделку ликвидация. Может быть и за 100 сделок, может быть и за 1000 сделок. Всегда конечный итог по прошествию какого-то количества времени, условно говоря, полгода, это ликвидация. Кстати, по внутренней статистике разного рода криптовалютных бирж, маленький инсайт вам дам, в течение 1 года теряет деньги 97%. Так или иначе, что бы они ни использовали, необходимо смотреть на основе факторов. Вот мы сказали, что криптовалютный рынок будет падать, соответственно, выходите, это начало падающего рынка на 1 год. Сказали мы это вот в этом ролике, где-то здесь вот он или здесь высветится. После этого что произошло? Видите, оказались правы. Это 120, 115, 113 тысяч долларов, 125 тысяч долларов за 1 биткоин. Это был самый пик, и выше не было. И мы безмерно гордимся на самом деле этой историей, потому что мало кто сказал об этом публично. Посмотрите на нашу торговую систему. Зеленая линия, которая всякий раз показывает всегда, без исключения с 2012 года, дно биткоина, и не было ни одной ошибки за все время, даже в 2012 году, в 2015, в 2018, в 2022, всегда абсолютно. После этого 500-700 тысяч, десятки тысяч процентов прибыли в свое время можно было забрать. Эфириум — самое дно всегда и без всякого исключения. Переключились с вами, посмотрели эфириум. BNB Coin, XRP Coin, все, абсолютно все, что можно отторговывать и инвестировать, все показывает самое дно, самые пики всегда. По биткоину здесь и здесь. По эфириуму переключаемся с вами, посмотрим самые пики. Тут и тут, везде абсолютно. Так вот, если вы хотите торговать при помощи системы, обязательно записывайтесь к нам на бесплатную консультацию. Мы с вами бесплатно пообщаемся голосом. Уделим 1,5 часа нашего времени абсолютно безвозмездно. И вы поменяете полностью представление вашего инвестирования и вашего трейдинга. Ну и давайте переходить к следующей истории, которую хотелось бы с вами обсудить. А именно, я хотел с вами обсудить прибыльный трейдинг, потенциально прибыльный трейдинг. Ведь есть 5-3% того, кто все-таки зарабатывает деньги на рынке. Так вот, поймите одну простую вещь. Прибыльный трейдинг — это скучно, это неинтересно, это рутина, это чек-листы, это соблюдение правил. Это не адреналиновый аттракцион, как вы привыкли это ощущать и видеть. Это абсолютно скучная и неинтересная работа. При этом, если вы дойдете до этого понимания, до понимания правильного трейдинга, если вы посмотрите наши инструменты, получите их в дальнейшем, захотите работать с нами, вы поймете, что трейдинг — это не адреналиновая
какая-то вот бесконечная горка такая, знаете, американские горки. Это максимально скучная работа, но максимально прибыльная. Можно зарабатывать действительно солидные деньги. Магия соотношения риск-прибыль. Следующий тезис, который мы с вами рассмотрим. Вот есть риск, есть потенциальная прибыль. Это называется риск-ревард. РР потенциально пишут. Так вот, РР должен быть минимум 1 к 4. То есть, если вы потеряли $100, вы должны заработать $400. Если вы потеряли $1000, потенциально ваш take-profit должен стоять на отметке $4000. И в такой же пропорции это работает. 10 тысяч, 40 тысяч. Все почему-то игнорируют эту историю. Все почему-то думают, что необходимо залетать на всю котлету и сразу же становиться миллионерами. Это же проще думать психологически в первую очередь так. Друзья мои, есть люди, которые по 10, по 15 лет пробуют торговать разного рода рынками, там еще начиная с Форекса, в общем-то. И что после этого на выходе получается? Люди постоянно ищут ту самую Грааль, и при этом 15-10 лет не зарабатывают деньги. А представьте, 15 лет уделять 10 лет жизни, уделить вот одной индустрии. Ну, конечно же, надо быть самым топом в этой индустрии. Если бы вы стали водителем, условно говоря, 10 лет назад, то наверняка сейчас бы у вас был свой таксопарк. Если бы вы стали там продавцом 10 лет назад, условно говоря, сейчас бы вы были директор магазина. А вот в трейдинге, в инвестировании 10 лет назад начали люди, и до сих пор нет успеха. Ну, наверное, это максимально печально, правда. Но все надо приводить с точки зрения своих ошибок, с точки зрения того, какие, в первую очередь, личность совершила ошибки. Не рынок виноват, ни биткоин, ни Форекс, ни криптобиржа, ни скамеры, ни блогеры. Нет, человек виноват в том, что он не достигает успеха, потому что все зависит здесь исключительно от человека, исключительно от личности. А для того, чтобы личность, человек был успешным, сделки были более-менее прибыльны, приносили деньги данные сделки в первую очередь, необходимо исключить ошибки, которые человек совершает. А для этого необходимо признать в первую очередь, что есть ошибки, а во вторую очередь переступить через собственное «я» и начать анализировать данные ошибки. К сожалению, я не притащил сегодня в офис, у меня есть огромное количество, ну вот такая вот кипа, знаете, бумаг, где прописаны были ошибки. Все я любил в свое время писать от руки, ручкой, маркерами, анализировать, смотреть. Сейчас для этого всего есть сервисы анализа, но я любил это делать по старинке в свое время. Только это привело в конечном итоге, в финальном итоге к успеху. Понимаете, вы можете ошибиться. Вы можете ошибиться 2 раза, потерять $100, еще $100 и еще $100. Но на 4-й раз, если вы не ошибетесь, то вы заходите в сделку, зарабатываете при соотношении 1 к 4 $400, и, соответственно, что получается? 2 раза до этого потеряно 200, ну или 3 раза 300, а 4-я сделка приносит 400. Соответственно, 400 минус 300, $100 чистой прибыли. Как только вы поймете данный факт, жизнь в инвестиционном мире станет гораздо легче. Не обязательно быть всегда правым для того, чтобы богатеть и увеличивать свой торговый счет. Используйте профессиональные аналитические платформы, используйте индикаторы. Если вы доверяете нам, а я уверен, что доверяете, мы получаем огромное количество позитивных отзывов и высказываний нам в личные сообщения. Люди пишут респект, и спасибо вам большое, что вы с нами, собственно. Для нас это действительно очень важно. Используйте аналитику, используйте алгоритмические модели, используйте специальные алгоритмы, которые никогда не ошибаются. Используйте специальные платформы. Анализируйте, где крупные ребята заходят, ставят стенки ордеров, где реальные заявки, где ликвидации на рынке, где большинство теряет деньги. Соответственно, вы в этот момент времени должны заходить и зарабатывать деньги. Используйте логику в первую очередь, а не ваши ожидания. И тогда ваш торговый депозит начнет, конечно же, постепенно расти. При этом всем исключите какие-то ложные ожидания. Я понимаю, что много неудач было, альткоины не выросли, трейдинг не получается, в биткоин не залетали, потому что альткоин даст больше прибыли. Соответственно, что альткоины дали? Ничего не дали, только забрали деньги. Я понимаю, что огромное количество каких-то неудач, и сейчас не хочется ни о чем об этом думать, но чуть-чуть сместите свои ожидания пониже.
Если вы находитесь в просадке там 15-20 тысяч долларов, сместите ожидания на потенциальную прибыль ежемесячную 5 тысяч. Соответственно, пройдет 4 месяца, и просадка в 20 тысяч будет отбита, так сказать. Но если вы поставите себе цель заработать 100 тысяч долларов при просадке в 20 тысяч уже буквально за неделю или за месяц, это не приведет к успеху, потому что ваши ожидания будут вами управлять, а рынок идет не по вашим ожиданиям. Рынок идет так, как он идет, и необходимо дружить с данным рынком, подстраиваться под данный рынок и четко и конкретно понимать, что вы хотите получить от данного рынка в рамках той волатильности, которую он вам показывает, в рамках тех движений, которые показывает он всему миру, а не потому, что у вас есть просадка, и вы поставили себе какую-то потенциальную невероятную цель в голове окупить ваши потери. Так эта история не работает. Итак, друзья, ваш чек-лист. Что вы должны иметь? Какой тренд на старшем таймфрейме? Ага, посмотрели, тренд на старшем таймфрейме нисходящий, при этом потенциально где-то близко дно. Покупаем дно вот здесь, вот после этого тренд меняется на восходящий, вы уже находитесь в позиции, соответственно, на каких-то максимальных значениях продажа части позиции. Выросла дальше, еще продажа части позиции. Выросла дальше, еще продажа части позиции. Выросла финально, показывает уже, что завершается полностью бычий рынок, выходим в финальном. Красный сигнал демонстрировал нам выход. Соответственно, что делать сейчас? Сейчас точно по такому же алгоритму. Вот, соответственно, ваш потенциальный самый главный чек-лист, который вам необходим. Обязательно приходите к нам, обсудим с вами это более подробно голосом на онлайн-встрече. Будет максимально круто. Обещаю вам. До скорых встреч, дорогие друзья. До скорых встреч на нашем канале.